Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас вторая рука нашей модельки. На одной руке у нее был квадрат, на нем мы рисовали вензеля. Очень красиво у нас получилось. И в том ролике я вам говорила, что на другой руке этой модельки у нас будут совершенно другие ногти. Мало того, что они будут совершенно другие по дизайну, они будут еще и совершенно другие по форме. Так вот, вторая рука нашей модельки, у нас здесь миндалики. Поэтому здесь мы будем делать совершенно другой дизайн, на другой форме. Эти руки у нас не будут перекликаться ничем, кроме того, что они находятся на одном человеке. Кстати, если кто-то из вас пропустил предыдущую руку, вы очень зря это сделали, потому что рука была безумно красивая, и вензеля там просто потрясающие, интересные. Я ссылочку обязательно где-нибудь добавлю, посмотрите, то ли в инфобоксе, то ли где-нибудь, она будет обязательно. Поэтому зайдите, посмотрите и повторите дизайн с предыдущей руки. Потому что, если вот честно, мне эта рука не так сильно нравится. Мне вот предыдущая рука нравится намного больше. Давайте с вами пообщаемся в комментариях, кстати, по поводу того, какая рука вам больше зашла. Это или та? Мы же тем временем, как обычно, покрываем ноготки. В данном случае мы сиреневым оттенком покрыли основные ногти, а в качестве дизайна у нас будут вот такие вот блестюхи. Наносим их в два слоя, блестюхи крупные, в один слой они укладываются не очень хорошо. Почему? Потому что начинают топырить, если их сильно толсто накладывать. Поэтому в два таких средненьких слоя накладываем блестки, они у нас замечательнейшим образом перекрывают вообще все. Не видно ничего, чтобы там что-то просвечивало, поэтому блестки потрясающие, номерочек опять же в описании. Ну и на этой руке у нас будет дизайн, который, вот знаете, такой из разряда в любой непонятной ситуации, когда не знаешь, что рисовать, рисуй натуральные текстуры. Итак, сегодня у нас срез камня. Мы себе на палитрочку готовим дорожку из цветов. В данном случае вот я очень зря взяла вот эту зеркальную палитрочку. Смотрится она, конечно, очень-таки противно на большом экране, очень засвечивает вообще все, что только было можно засветить, и еще немножечко она тоже засветила. Но, к сожалению, это, конечно же, осознание вот этой ошибки пришло во время монтажа, поэтому я не могла придумать, что так оно получится. Так вот, главная наша задача — это, конечно же, увидеть, в каком порядке и как мы собираем дорожку. То есть мы здесь чередуем белый цвет, черный цвет, какие-то розовые, какие-то сиреневые. В общем, всю цветовую гамму можете туда запихнуть, главное чем-то ее перерезать. В данном случае мы перерезаем белым цветом.
А теперь кистюлечкой зачерпываем все это безобразие, стараемся не перемешивать, а зачерпывать. И вот таким вот раскладывающим движением раскладываем на ноготочек. В данном случае я попыталась сделать это тоненькой кисточкой, но хочу сказать вам сразу, лучше все-таки делать, как обычно все рекомендуют, крупной кистью для омбре. Потому что все-таки тонкая кисть не так плавно снимает с себя материал, и материал ложится более каплями. А потом, когда начинаешь эту каплю, вот как в данном случае, я начинаю ее распределять, к сожалению, теряются вот эти вот прожилки, хотя делаются какие-то новые. Поэтому, если вы спешите, у вас нет кисточки для омбре, то вы можете делать это, в принципе, любой кистью, которая у вас есть. Но если вы не спешите и найдете в своих залежах, а она у вас есть, я знаю, кисть для омбре есть, по-моему, у всех, и половина из вас ею не пользуются вообще в принципе, так вот именно в этих ситуациях кисть для омбре будет самая нужная ваша помощница. Тем же временем наша задача расположить вот эти вот прорезки ровно так, как хочется нашей левой ноге. То есть вот логика ровно такая. Вот как захотелось, так распределили, просушили, подровняли немножечко финишным покрытием, потому что все-таки дизайн получается довольно-таки выпуклый. В данном случае сильно выпуклый, потому что у нас кисточка еще дополнительно оставляет капли, о которых я вам говорила. Если где-то хочется очень сильно, добавляем еще дополнительно какие-то оттенки. И в принципе на этом у нас все готово. Но, как обычно, готово будет всех, но не у меня, потому что я еще хочу кое-где совсем немножечко, совсем чуть-чуть добавить белой прорисовки. Хотя в данном случае, вот честно, опять же, положа руку на сердце, она была совершенно не нужна, можно было обойтись и без нее, она практически не видна. И вот в этом ее прелесть. Если ваша прорисовка на натуральных текстурах видна, значит прорисовка сделана неправильно. Она должна практически сливаться, подчеркивать какие-то объемные вещи, быть практически невидной, дорабатывать какие-то нюансы, которые были недоработаны основной кистью. И на этом ее функция заканчивается. Ну а теперь самое сложное — выровнять этот дизайн, потому что выравнивать приходится довольно-таки много. У нас очень много материала, у нас вот эти вот текстуры, которые довольно-таки рельефные. И вот такой вот дизайн у нас получился. Очень ярко, очень вкусно, очень интересно, очень быстро. Подойдет для начинающих мастеров, подойдет для тех, кто не умеет держать в руках кисть, который вообще в первый раз кисть в руках видел. Можно такую натуральную текстуру намазать даже пальцем, если у вас вообще нет кисти. Поэтому этот дизайн для всех. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы обязательно репостнете его себе в соцсети. Я большое говорю вам спасибо за внимание. Встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока.